Доволен? Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam. Погода за окном 23 градуса. Буквально через час станет еще жарче, потому что приехали два самых сексуальных казаха. То, что нужно, то, что от тебя нужно. И теперь я такой. Просто Тесла, тачка. Ты смотри. Кан. Ау? Такси Тесла, говорю, как тебе? Страшно манерно. Я бы к нему в машину не сел, ну его нафиг. К этому таксисту почему? Ты видел, в какой позе он стоял, блин? Мне прям стало неловко. Я такой, не поеду. Я на автобусе. Блин, такой запах классный, а? Все-таки Европа пахнет по-другому, да? Да просто вода вот такая, прикинь. Мне нравится, как ты удивляешься всему. Я давно так не выезжал. Ну как давно? Пару месяцев назад. Давай, снимай кроватку. Они же должны быть separate. Они же должны были быть отдельно. Ну да. Вообще, короче, в Амстере разрешены однополые браки, поэтому мы с Канной прилетели сегодня сюда. Амстердам славится тем, что он самый урбанистический город, в плане очень удобный для велодорожек. Я знаю, что подумал, да? Вот прикинь, в этой стране легально, да? Марихуана. Ага. И в то же время здесь все почти что катаются на велосипедах. Это же круто. А какую связь ты видишь? В том-то и дело, здесь нет связи. У нашего влога нет уже правил. Пропустили. Это как обычно, Канны, Ежан и Амстердам. Ну в этот раз еще компания классная. Это как раз вообще будет съеб, кажется. Отчего так березы в Амстердаме шумят? Йоу, здорово. Привет, браза. Долетел. Ты прям вовремя. Если ваша жизнь не такая, как у Адилета, который так, пацаны, алло, вы где? В Амстере? Что там делаете? А? Завтра буду, ладно, давайте. И он прилетает. Если ваша жизнь не такая, все, причем только один рюкзачок. Ну? Ничего лишнего. Мы тоже переживали, блин, сейчас друг с чемоданом сейчас. Ничего лишнего, профессионал. Офигеть. Вот. На самом деле, голландцы, нидерландцы — это люди, которые бережно относятся к своим ресурсам. Чтобы вы понимали, у них все много чего альтернативного. До 30-го года они вообще хотят, чтобы у них в городе не было автомобилей на топливе, а только электрокары будут. До 30-го года они избавятся от них. Таксисты уже многие ездят на электрокарах. Такая вот вещь. Здесь все продумано. Тут нет смысла водить свою машину. Они не владеют, если даже владеют, у них все равно это основной транспорт. От дома до работы это велосипед. И в круглый год. Ну это же круто. Это же кардио. Че, утром кто встает, бежит десятку, тому просто, тому Мы бежим. 10K for Amsterdam. надо сделать 10K по Амстердам, да. Хотя бы разочек, ребята. Для приличия. Да. Вчера был наш первый день в Амстердаме. Я думаю, у всех он такой бывает. Да? Какой был? Не, он был насыщенный. Что ты помнишь Был вчера из насыщенный. Амстердама? Да все я помню. Помню, что мы пили пиво. Кайф, как себя чувствуешь? Прекрасно. Да, прекрасно себя чувствуешь. Для чего важен бег? Бег заряжает Да? на весь день, да. Мы каждый раз бегаем, да, в каком-либо городе. В Шымкенте мы не побегали. Ну, в Шымкенте было не до бега. Не, ну вот прикинь, смотри, сейчас пробежимся, подтянемся, да? Это будет такая классная зарядка. Повысим себе аппетит, идем домой, сходим в душ, вкусно покушаем. И вот тогда день начинается, это же круто.
не бей, бля, без рукоприкладствий. Давай, Кель. Поехали. Кель, давай. На раунд. коньки одевайте, но Один раунд, я тебя брат. на льду размотаю. Все. Ты потянешь мышцы себе, завязывай. Ханат, вы в Амстердаме впервые. Я в Амстердаме, да, был проездом только. Что думаешь? Что вообще ожидаешь от поездки? Скажи, дай какой-нибудь референс. Мне кажется, будет очень веселая поездка, просто потому что у нас классная компания собирается. Это то есть мы четвером, плюс еще ребята, Асхат, Асем, блин, еще атлет прилетает. Давай нормально представим всех наших по очереди. Давай начнем с Ерики. Ерден Салгара. Привет. В принципе, мы благодаря нему здесь оказались. Да. Он проводил конкурс прозрения софтом. Человек, который сделал нам визы за сколько? За 2 дня Ну, до в целом поездки. организовал эту поездку, да. Человек, Они организовывают конкурс, благодаря чему они делают 100% зрение, лазерную коррекцию в своей клинике. И вот здесь входит Победитель Богдан. этого конкурса. Суть конкурса была в том, чтобы нужно было написать эссе или снять видеоролик, почему ты хочешь себе вернуть 100% зрение. И мы, я, Евгений Альшевик и Ликпаев, мы вместе выбирали победителей. А, также еще Нариман. Нариман еще приедет, кстати. Да. Вот. И мы выбрали, было несколько победителей, Богдан один из победителей. Ага. Вот. И так получилось, что он летит с нами в эту поездку. А главный приз был поездка в Амстердам с нами. Просто поездка. То есть, если в прошлые конкурсы мы делали, что мы везли в клинику в Праге, а в этот раз решили просто сделать такой travel-шоу, travel-видео. Ну, в целом, путешествие подарить победителю. Алишер, выходите. It's a beautiful day. Мен шашқан сияқтымын. Шучу. Бро, ну тут уже можно не досесть, если хочешь. На солнышке. Не, нормально, я с вами пробегу. 10 километров для перрони. Сколько? 1,5 только мы пробежали. Ничего, I gonna make it. Я это сделаю. Да, вообще такое есть. Что? Там такие красивые цветы. Смотри. Ё-моё. Ай. Какой запах. Офигеть, она правда мокрая. Ну, запах прекрасен. У меня нос забит. Но все равно пробивает. Это обалденный парк, на территории которого есть дачный сектор. Понимаешь, тут живут люди, и они, получается, следят за своим участком этого парка. Это частный сектор. Я думаю, что да. То есть тут есть непосредственные какие-то владельцы. Но, заметь, никто тут не строит, не возводит какие-то там особняки. Да, у всех такие маленькие дачки, аккуратные, красивые, стильные. И так красиво на территории. Ну, то есть с такими я еще никогда не сталкивался. Я не видел, что в парке возможно иметь свою небольшой участок. Я прям чувствую вот эту разницу. Что у нас сознание даже другое, понимаешь? Типа культурная разница? Да. Я не говорю, что они лучше или что нет. Нет, ты это Мы говоришь. просто разные. Нет, я это не говорю. Ты это Я говоришь? это не говорю. Ты это говоришь? Как я это говорю? Говоришь, ну ты видишь разницу. Значит, Ну и ты уже что? видишь разницу. Ну я не говорю, что они лучше, если это разница, какая правильно? разница? Разница бывает разная. Бывает красная и зеленая. Ладно, не заводи Ну меня не просто, говоришь, я что просто красная пошутил. лучше зеленого. Они просто другие. Какие? Ну как будто бы не из нашего мира. Я вот не хочу, как наши вот агашки вот. Этого я боюсь. Самое страшное, что я вот полтинник буду все уже, знаешь, такой. На крузаке с пузом и такой, знаешь, все. Да, расскажи про конкурс. Конкурс от Офтум. Да. Вообще первый фильм мы в 2016 году снимали по конкурсу, который мы проводили чисто по эссе, текстовое эссе, тогда мы на Фейсбуке его проводили. У нас победительница тогда первая Гульжан была. Тогда мы вот с Каной только познакомились, мы сделали операцию Алишеру. Ну вот это- Евген у меня это- первый коммерческий заказ на YouTube. Да. Вау. Из-за этого такая дружба. Из-за этого такие отношения. Да, первый фильм коммерческий, получается, который у Каны был, это вот Офтум. Прозрение софтум.
Тут надо петь. Со мной рядом мои кыргызы, мы поднялись с самого низу. Как приятно, Как тебе Европа? Просто почувствовал. Мощный, да, брат? Я тебе не дам говорить. Не, говори это. Что там, Халайсон? God bless you. Давайте не будем сразу все выдавать. Окей. Это должно быть лайф, когда все подхватили и такие Халайсон. Растафарай. Не, ну это классно, что это работает. Просто если год за годом ездите, снимаете, то это означает, что это работает, это же классно. И каждый раз они об другом, это как бы оболочка же, что это прозрение. На самом деле это о мечту, там, о возможностях. У нас, допустим, был парень, которому мы зрение из Кызылорды, который занимался вообще каучсерфингом, учил английский язык, мы с ним встретились, познакомились. Короче, познакомились, и мы понимали, я ему как-то сказал, или кто-то ему сказал, слушай, тебе надо переезжать в Алматы, короче, что ты делаешь? И мы ему сделали операцию, свозили его в Прагу, открыли как бы мир. И после этой поездки он говорит, все, ребята, я переезжаю. Он посмотрел твой фильм «Гапьер» и сделал же такой же проезд по Казахстану. 25 сентября 2017 года. Вот я и прыгнулся. Нет, не прыгнул, прыгая с парашюта. Полетел на параплане. Город Алматы. Также ездил с дальнобойщиками в кадре, он все это транслировал, поехал в Астану на концерт, братан. Вышел на концерт, тогда была... Джаред Лето приехал с группой, вот с этой группой своей. 30 Seconds to Mars. Да, и он, прикинь, вышел с ним на сцену. То есть парень жил своей мечтой. А как он вышел с ним на сцену? Ну просто вот так как-то выпало, и он вышел с ним на сцену, он с ним сфотографировался. Кстати, этот фильм, наверное, один из лучших. Там, Да? Он там еще бородатый там. С Да, «Жигулями» помогал там. В целом это- Каучсерфинг там какая-то пара, кстати, голландцы, по-моему, или бельгийцы у него Бельгийцы, останавливались. Они на «Жигулях» из Бишкека до Амстердама. Нет, они голландцы. Ага, До да. Амстердама как раз они пробирались на «Жигули» тройки, короче. да, и он их встречал. Потом он переехал в Алматы, потом он по горам начал ходить. Сентября 2017 года. Город Алматы. Пик называется «Три брата». Я, кстати, впервые в горах. Брат, он знает твой фильм, и, к сожалению, так случилось, что, ну, несчастный случай, он замерз в горах. Он погиб в горах. Это тот самый парень, который замерз в горах или кто? Да, Ну, там немного же, но один из них, он замерз. Он отстал от группы и замерз. То есть это все практически, вот с одной стороны, мы с этим конкурсом ему, у него, он такой обрел новую жизнь, то есть он... Пиздец, у вас концовка не очень, пацаны. Ебать, столько рассказывали, ебать, в конце это вот так, блядь. улучшил себе зрение. Ну вот, парадокс в этом, он улучшил себе зрение. Кит не дешено? Где косяк? Открывайте. Что, он скончался, да? После операции слишком торопился, вот. Все сразу, вот с какой-то жадностью на все. То, что он раньше не мог делать, он на это все с жадностью как-то набросился, и это, к сожалению, так закончилось. Будьте осторожны. Каждому свое. Не, с другой И стороны, горы блин, это нужно быть подготовленным или хотя бы ходить с теми, кто подготовлен, и учиться. Это не так, что вот могу залезть и полез. Это нужно учиться, можно так сказать, ходить в горы. Что с другой стороны? Зато другая жизнь, да? да, зато пожил. И за год он Я- пожил так, как не жил, наверное, Да, все эти годы. да. Он торопился жить, да. Движ продолжается. Вы устали чуть-чуть. Что Вы ж? не думайте, что там типа, потому что я похотливый скотина. Смотрите, делай общак. Вот посмотри. Общак, да. Это дом.
где живет вот эта женщина. У нее есть кафешка, да, там еще? Что-то такое. У нее есть свой огород, который находится, все это, если вы видите, на воде. Причем, знаете, как у нас в селах такой есть, типа, в сарае, вот это вот, как будто там лежало, да? И как будто вот откуда-то оттуда привезли и положили так же, блядь. То есть у них такое же, да, тема есть, но все это в монолите на воде. И посмотрите, какая она счастливая. Она же не деревенская, это не аульская, она, хотя по сути по своей. Но смотрите, какая она настоящая, какая она трушная и, блядь, инстаграмная. Они как к этому относятся, голландцы? Если я сейчас зайду и типа репортер без согласования начинаю их снимать. Плохо, да? Нас выгонят из страны? Hello, I'm sorry. 1 minute, please. 1 minute. very polite. Sorry. Что было? Да, было все на самом деле, как должно было быть. Я должен был сначала без камеры подойти, поздороваться, знать ее как дела, попросить разрешения на съемку, объяснить, откуда мы. Если бы она подумала и согласилась, мы бы зашли. А мы просто зашли. Ну не зашли, ну хотели постучаться. Мы просто, да. блядь, с микрофоном уже стучались, типа, hello, и она такая, ты, сука, спросил разрешения, нахрен пошел. Ну скажи, неудобно получилось. Очень неудобно. Стыдно. Мне стыдно. Yeah, sure. Вот мы был только зажигалки, блядь. Не, бро, это так и работает здесь. Даже когда фотографируешь кого-нибудь, они говорят, не-не-не. Бывает? Нет, не играй. Бывает же, вот просто канал листаешь и натыкаешься на какой-нибудь европейский фильм. Не голливудский, а европейский фильм. Ага. И ты его не понимаешь, бывает. Ты думаешь, что за да, разговоры, да. что за перевод не тот. Ага. А оказывается все так. Понимаешь, вот, оказывается, они вот такие. Не понимаешь, ладно. Лучше бегать, ну его нахуй. Виктор, ну ты понимаешь, про что я говорю? Я нет. Ну типа смотри, ладно. У меня -1,5, да? Это означает что? Это означает, что моя первая оболочка... Значит, у тебя она более выпуклая, чуть-чуть роговица. И получается, у тебя изображение чуть не доходит до сетчатки. Поэтому ее нужно чуть упластить, и тогда проекция на сетчатку попадет точно. То есть чуть-чуть у тебя получается, так скажем, правильная проекция не дотягивает до сетчатки. И надо изменить роговицу так, чтобы преломляясь через нее и хрусталик, у тебя изображение точно попало на сетчатку. То есть это делается за счет роговицы. Лазер, он получается, какой-то слой там просто убирает, да, его? Да, ткань он часть убирает. Есть, допустим, Лишнее, то, что как раз таки мешает. есть эксимирные лазеры, а они испаряют ткань. А, допустим, фемтосекундные лазеры, как Визумакс, они не испаряют, они мелкими пузырьками типа срезают, и потом хирург через маленькое 2-миллиметровое отверстие лентикулу вынимает. Вот эта лентикула вынутая, она и формирует внутри уже роговицы эту, так скажем, линзу, или можно сказать, контактную линзу из твоего же организма, которая помогает тебе потом видеть правильно, хорошо. Вот так. Не, ну и там просто вот, да, это типа там и все, да? Ну вот, Relax Smile, работа лазера, это 24 секунды только. 24 секунды, и ты можешь видеть. Ну, Еще одна причина. Там еще есть мануальные, конечно, закончить. В целом операция, да, недолго там. То есть есть, допустим, замена хрусталика, это уже в возрасте делают. Тогда уже меняют вот внутри хрусталик. Но это более инвазивная и глубокая операция. Это уже серьезная, да. Ну, в смысле, обе операции серьезные, просто Первая как будто бы лазерная коррекция это делается на поверхности, на роговице. Вторая это уже замена хрусталика, это уже более внутренние среды, так скажем. Да, она и звучит такая уже более серьезнее. Ну да. Замена хрусталика. Или лазерная коррекция, или замена хрусталика. Тачку пригнал на СТОшку, и там выходит такой Вася и такой говорит, ну все, тут все ясно. Тут замена хрусталика. Или ты приезжаешь такой, да не, коррекцию сделаем, там нормально. Еще 5 лет покатаешься. Я хочу сказать, ты заметил, все очень ответственно относятся к тому, что надо платить налоги. То есть все подходят, пикают, не обманывают. Вот в Европе, не во всех странах. Вот Германия, Голландия, Австрия, они вот на самом деле послушные, как? Законопослушные. Добросовестные, законопослушные. Так из-за этого и развивается, понимаешь, Европа.
Богдан, ты опаздываешь. Не смотри на красный свет. Красный наш, зеленый Это у тебя в голове. Топи! Красный наш, зеленый общий. Давай. Богдан, покажи рюкзак. Рюкзак. Да, есть. Есть. Покажи. Богдан! Хорош! Хорош! Что там было? Он идет за моим рюкзаком, где паспорт, документы, ноутбук, трусы. Стоим. Тебе Еле сдался. Приехали поболеть за нашего парня, который будет участвовать в бэтле. Когда я выхожу на сцену, на батл, народ, все смотрят, энергия, внимание. И вот включается музыка, и это сложно передать словами. Это просто нужно попробовать и потанцевать. Я Богдан, мне 22 года, я профессиональный танцор в современных уличных направлениях. И так посчастливилось, что я выиграл конкурс от клиники Оптум. И в качестве победы я поехал в Амстердам. Фу! Че, как дела? Вообще классно. Там такая атмосфера просто невероятная. Нашелся напарник. Да, напарника нашел, мы уже выступили. Ну, то есть это был просто как отбор. И сейчас уже, перемена получается, и потом уже будет батл. Да. Я думаю, что мы прошли. Ну, я думаю. Но посмотрим. Впервые я понял, чем они занимаются. Танцоры. А до этого? До этого я не понимал. Сейчас смотрю и как будто бы понимаю их язык. Что ты понимаешь? Так они балдеют. Каждый показывает себя, да. Есть характер, Да, они спорят, они знакомятся, они общаются. Crowd, are you ready? Crowd, are you ready? That's what's up. 2 versus 2, hip hop, are you ready? Let's go! Let's go! You decide who starts. It's a battle. You decide who starts. Я просто завидую им, я так не умею. Но все возможно, в принципе, если попробовать. Ты кайфуешь? Я очень кайфую, даже захотелось потанцевать. Возможно, вы это увидите. Ты сможешь потанцевать? Говори.
I said, Офигенно, я в каком-то кино. Это степ-ап, просто новый уровень. Я в шоке. duos Я не знаю, will что так go бывает. on Другой to the мир. top 8. So judges have to decide. Oh, that was crazy. Oh, that was so crazy. Damn, I love this. I love this. I love this. I love this. This is what we work for, man. Yeah, bro. That's what we live for. Yes, sir. Woo. Yes. Красавчик. Тебе хоть понравилось ему? Вообще. Нет, тут уровень Офигеть, мощный как очень. ну, кайфанул, это самое главное. Да. А проиграли почему? Ну, потому что не такие сильные, как они. Там звери, ребят, я видел. Я вообще невероятно кайфую. В Амстердаме я первый раз со стопроцентным зрением. И это что-то невероятное видеть на все 100, всю эту красоту, всю эту жизнь. И я мега кайфую. И плюс удалось попасть на то, что мне очень близко. Это танцевальный фестиваль. Немножечко промазали с поездом. Уехали не в ту сторону. Теперь будем ждать 40 минут, пока он развернется. Ну да, благодаря танцам ты сейчас здесь, получается. Благодаря танцам ты изменил свое зрение. Отчасти, да, отчасти это правда. То есть танцы — это то, что отличает меня, наверное, от других людей. Вот. И в целом весь бэкграунд, то есть это вот образование, да, математическое образование, танцы, это, я думаю, делает что-то интересное вот из моей личности. А вот у тебя мама с папой не говорили, что типа, ну что ты химией занимаешься? Будешь юристом или экономистом? Типа, вот у тебя папа музыкантом был там. Зачем? Или как вообще такой диалог строился, того, что ты посвящаешь этому жизнь? Ну, я думаю, что это проблема, с которой сталкивается каждый второй танцор. Он просто учился хорошо. Да, что родители в один момент уже такие думают, ага, может быть, уже нужно чем-то серьезным заняться. Во-во. И здесь у нас была очень простая договоренность. Все было так. Окей, Богдан, мы видим, что ты уже в эту культуру погружаешься, и мы боимся, что это как-то будет сказываться на твоей учебе. И как бы вот уговор очень простой. Ты учишься на одни пятерки, а мы поддерживаем тебя в танцах, как ты хочешь. Финансово, типа просто вот. И вот такой был как бы этот уговор. Ты как считаешь, правильно его родители поступили? Ну да. Или он говорит, что неправильно? Не, я сам родитель, потому что сейчас молодежь на самом деле очень демотивирована. Они мало таких, кто вот прям находит себя, любит свое дело и четко прям идет к цели, занимается. В основном детей нужно мотивировать, потому что современный мир вот, гаджетов, телевидения, ну, мне кажется, делает наших детей гораздо менее такими, ну, глупыми это сильно сказано, просто они как бы уже не так улавливают информацию, как мы. Они меньше читают, меньше там делают таких вещей, которые вот в конечном итоге могут привести их к там, вот таким успехам, как у Богдана. Слушайте, ну это превосходный лес. И когда идешь сквозь этот лес, ты чувствуешь, что скоро ты подходишь к чему-то, да, что скоро что-то будет. Мы в Гааге, да. Это соседний город от Амстердама, буквально час 30 езды. Но мы решили отправиться, у нас был два варианта. Либо мы отправляемся в суд, либо мы отправляемся к океану. Мы выбрали второй, самый красивый вариант. Мы проходим сквозь парк, после которого нас ждет долгожданный океанчик. Ребята, мы сегодня приехали в Гаагу, но что самое интересное, что мы решили пойти в сторону океана, и здесь это одно из очень красивых мест. Гага — это леди, Гага — это были у бабуси два веселых гуся. Вот, Гага — это город очень красивый, зеленый, тихий, спокойный.
сюда приезжают за справедливостью со всего мира. И недавно мы видели даже будку со Сталиным, то есть его ждали сюда, но он не приехал. Меня слышно? Мы в Амстердаме, это 8-й день. Нет, ладно, мы приехали всего на 6 дней. 4-й день. И первый трезвый день. Че я так буду двигаться с микрофоном, да? Ты как Асхат Ниязов. Как вы считаете, наша поездка получается? Супер получается. Получается? Вы не разочарованы в нас? Нет, я горжусь вами. Да? Рахвет, мы делаем все, что есть в наших силах, в наших легких. Идем дальше. Не, ну я не знал, что это микрофон. Where are you guys from? Germany. This is my first time being an interviewer. So what you guys doing in Amsterdam? A girls trip. Yeah, visiting the city, shopping. Yeah. Just shopping? Yeah. You guys living the best lives, huh? We're here with the work. Вообще в Амстердаме очень легко определить туриста от местного. Туристы все носят головные уборы, капюшоны, шапки, в штанах и в куртках. Местные на велике просто. Старые, молодые, в шортах, без шлемов, без шапок херачат. Это удивительно, на то, насколько человек адаптируется под местный климат. Центральный головной офис компании Booking. Это компания аренды отелей по всему миру. И кого я здесь встретил? Знакомьтесь, Алибек. Всем привет. Фамилия у Алибека Нургожин. Это... По идее, Датбаев? А, да? Датбаев, я его как Датбаев знаю, да? Диас Нургожин, да, у нас такая тема. Да. У него мамина фамилия, а у нас папина фамилия. А, все, он мне рассказывал. Да. Это родной брат моего друга Диаса Нургожина, который возглавляет сеть самых вкусных восточных ресторанов Руми. Диас, как тебе работается в букинге? Отлично, вообще супер. У нас здесь уже 53 казаха работает, если не больше. Все они благодаря тебе здесь? Ну не все, конечно. Все каждый... часть, да, началось с тебя, короче. Ну, можно так сказать, да, скажем так, я запустил волну, которая повлияла, да, на то, чтобы пришло больше людей. А какую позицию ты занимаешь здесь? У меня сейчас, скажем так, исполняющий обязанности senior manager. Для приезжих, ну, это highly skilled immigrant называется. Так. Есть такая тема, 30% зарплаты на первые 5 лет твоего пребывания исключается из налогообложения. Они тем самым привлекают больше, типа, ребята, у вас будут поблажки налоговые, поэтому go. Супруга, кстати, тоже работает в компании, которая обслуживает Booking. Она там главная бариста. Вообще вот то, что за кофе, она вот отвечает во всем букинге. Кайф. Да. Она стала лучшей баристой года среди 5000 человек во всей Голландии. Музей тюльпанов в Амстердаме. Прям вот идешь, и там обычный музей, и такая карта Алматинской области. Они говорят, вот первые тюльпаны там в Казахстане, в Алматинской области были там придуманы или появились первый раз там. И типа там вот турки их импортировали в Турцию, а потом типа принесли там, в Голландию. Вот. Ну и такой думаешь, блин. А сейчас тюльпаны это один из национальных символов вообще Голландии. Они, ну, прям очень сильно любят это. И вот сейчас уже поздно, наверное, но вот в апреле, середине апреля, май стоит посетить Голландию, чтобы посмотреть эти цветочные поля. Там вот заходишь и просто вот тысячи, десятки тысяч вот тюльпанов вот так вот рядами. Это вообще такое сумасшествие. Да? Что сегодня происходит? Сегодня происходит мастер-класс. Сегодня тусинг. Да, это такой спонтанный мастер-класс от меня в Амстердаме. Все благодаря этому человеку, это Виктория. Вот. И сегодня я буду учить других людей своему стилю, своей хореографии, своим движениям. Вот. Поэтому Казахстан уже как бы танцевально точно побудет в Нидерландах. Оставишь свой след, да, здесь? Оставлю, да, здесь свой след. 4 человека из Германии приехало, знаешь, да? Сюда? Да. Прям ради него, ради Богдана, 4 человека приехало из Германии. Вау. Это круто. It's a big thing for me that we are bringing someone international
And by chance, I saw that Bogdan was here at Hip Hop Kings, and I thought, okay, we gotta have this guy. We gotta have new faces in the scene. We gotta have new training as well. So we even have people from Germany coming all the way. Give it up, Germany. Okay. Yo, what's up, guys? Hello once again. My name is Bogdan. I'm from Kazakhstan. I'm 22. I'm a third-year maths major, and today we're gonna learn some maths. We're gonna go one by one. Let me show you what it is right now. Let me step up and handle my biz right now. Don't stop moving! Don't stop bouncing, guys! Не, риза, қалай риза болмайсың мысалы, да? Вот там стоят европейцы, там стоят люди из Германии, европейцы, азиатов там много людей. Қазақтың баласын үйреніп жатыр, да? Шымкенттің баласы, который такой. Я же занимался балетом, и как бы для меня все-таки это близко, и такой back to the roots. Хочется это вспомнить. Мало кто знает Наридби, но Наридби на самом деле тот самый парень, который открыл вам прокси во время Кантара, который, находясь здесь, открывал прокси для жителей Казахстана. Ты, пожалуйста, что происходит? Сидим мы, значит, в Амстере, кушаем китайскую кухню. И здесь, да, потеем. Просто и между делом Зарина Динас рассказывает, как она играла с Сиреной Уильямс. Как после подачи от Сирены Уильямс у нее немножечко вибрирует ручка. А мы такие сидим, кушаем вот эту говядину. Такой, да ты чё? Сирена Уильямс, говоришь? А она и не спала? Недавно в фильме сыграла, да? Уилл Смита дочка, прикинь? Ё-моё. Зарина, ты крутая. Блин, это такой уровень. Нет, 100% хотел вопрос нет. задать. Не хотел я. Не, Зарина, как... Я не верил в то, что такое возможно. Я это каждый раз говорю, такое невозможно. И каждый раз этот уровень невозможности, он меняется. Но то, что я сегодня оказался с Каной и с Зариной Дис вот на этой скамейке напротив этого бара, ребят, она еще там выиграла одну из сестер Уильямс, это вообще опасян тема. Fuck that shit, bro. You don't like me anymore.